Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет, что неожиданно появится, или с чем или с кем будут связаны неожиданности. И вполне такое я могу предположить, потому что планета Уран в знаке Тельца, как будто Уран вернулся в Телец, и вернулись, может быть, или он нам возвращает некоторые вопросы, которые нам очень хорошо знакомы. В той или иной мере, хоть вы и не относитесь к знакам зодиака, стихии Земли, мои дорогие стрельцы, но все же в этот период на нас оказывают влияние люди тоже, и, может быть, именно в вашем окружении. Есть люди, которые родились под знаками зодиака стихии земли и воды. Пусть это будет касаться работы, у кого-то личных отношений, родственников. У людей может что-то происходить или какие-то события, которые касаются лично их, но так или иначе это будет оказывать влияние и на вас тоже. В целом же в центре наше благополучие, потому что телец это ассоциируется и с финансовой сферой, но и все то, что касается нашего дома, нашей семьи, вот такие важные вопросы. Поэтому период с 10 ноября, я так думаю, будет связан с пересмотром или продолжением чего-то уже знакомого. Но неожиданно могут проясниться детали дела или открываться некоторые обстоятельства. В зависимости от этого, ну, наверное, мы как-то будем либо действовать, либо перестраивать что-то. Давайте узнаем. У нас первая колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Что ждет? Знаки судьбы. 3 карты. Каковы ключи к этим дверям? Потоковая информация, не задаем вопросов. Что произойдет? Или сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Вот 3 карты. И если уж мы говорили о неожиданностях, давайте с вами узнаем, что же там неожиданно будет или неожиданного для стрельцов. С чем это будет связано? Что появится неожиданно? Или, может быть, это какая-то новость? И к чему все идет? События, которые буквально идут в вашу жизнь, с чем вы столкнетесь в скором времени, где-то так. И если это идет, то каков итог, к чему придет в конце концов, или что ждет, что будет меняться. Есть тут такой момент, когда мы сами будем вынуждены что-то изменить. Может быть, вы уже где-то занимаетесь этим вопросом. Может быть, это идет пересмотр какого-то дела. Ну, тогда тоже проясним. Ведь как причина и следствие вся наша жизнь и для чего это было нужно. И по основным сферам жизни. Сфера любви, взаимоотношений, личной жизни, сфера финансов, сфера ваших достижений. Здесь у кого что, у кого-то работа, у кого-то учеба, документы, ваши планы, безусловно. Важные встречи, важное согласование. Первый знак судьбы. Ну вот куда-то стрелец собирается, это точно. Восьмерка кубков, мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его находим. Но тут какое-то и альтернативное ваше решение. Для кого-то из вас, может быть, предыдущий период вы обдумывали, ехать, не ехать. Все же очень часто эта карта говорит о том, что спонтанные поездки, спонтанный маршрут. Когда мы собирались в одно место, мы перестроим, поедем в другое. Или собирались вопрос какой-то решать через определенных людей, а тут открываются обстоятельства дела, и мы это делаем каким-то другим образом. Потому что нужно разрешить какую-то ситуацию или решить конкретный вопрос. Вот у вас это получится, но некоторая альтернатива, она все-таки в этой карте присутствует. И есть такой момент, что мы сами как будто хотим, да, мы как были, может быть, словно заложники прежней ситуации, которая достала нас, хочется сказать, или надоела. Вот теперь это хочется закончить. Мы понимаем, что как будто даже не хочется оглядываться. Вот что-то такое на уровне, кстати, ощущения это может быть. Давайте откроем второй знак судьбы. У кого-то это будет связано с финансами, с банками, с вашими близкими. Карта Король Пентаклей– это карта надежного человека. И правда, у кого-то проиграются, может быть, люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец,
Дева, Козерог или имеющие там асцендент. Вообще, в принципе, люди статусные, люди, которые надеются сами на себя. Одна незадача только – сложновато с вдохновением. Может быть, это, знаете, даже у кого-то ситуация, когда или вы кого-то уговаривали, или вас к чему-то, допустим, уговаривали, призывали, вы пытались, ну, вот как-то найти среднее арифметическое. Вот здесь, правда, какой-то спор может быть закончен именно потому, что вы не видите смысла его продолжать. Хотя ни одна карта не говорит о споре, но все же тут какая-то стабилизация идет по тем темам, которые были именно как качелеобразные или двойственные. Стало быть, всегда есть два вывода или два выхода, но вы принимаете что-то одно. Финансовая карта где-то говорит о том, что и вы можете отправляться, допустим, в какую-то важную инстанцию, и это будет касаться, к примеру, документов, каких-то важных бумаг, согласований, которые могут быть с подтекстом именно денег. Для кого-то из вас вопросы дома, и так произвольно иногда король Пентаклей олицетворяет наших супругов, и мы по полу карту не рассматриваем. То есть вот все то, что я сказала до карт, в центре вашего внимания благополучие. И может быть это у кого-то даже смена работы или то, что вы намечаете, как поменять не только работу, у кого-то сфера деятельности даже может меняться с учетом восьмерки кубков. Но это вами инициировано, потому что в чем-то вы не видите смысла продолжать. Давайте откроем третий знак судьбы. Два короля и более в моих раскладах обычно обязательно будут свидетельствовать о том, что у вас, мои дорогие, будут какие-то беседы, разговоры. Может быть, это даже не то, что вы планировали. Либо с официальными лицами, либо с людьми, которые стоят, ну, возможно, чуть выше на лестнице иерархии. У кого-то это руководитель, а у кого-то это чиновники, да, или официальные лица, какие-то согласования. Но все же я тут вижу, что интересно, для кого-то проиграется именно личная сфера взаимоотношений и дом, потому что, как и король кубков иногда трактуется, это наши близкие. Или, опять же, супруг, супруга. Не рассматриваем, напоминаю, по полу карту, и у вас вот и король пентаклей похожее значение тоже имеет. И вот как будто вот с удвоенной силой, когда нужно решить личную историю, которая будет касаться, с одной стороны, чувств, а с другой стороны, материализм, благополучие. Вот очень странно. Что это такое? Хочется спросить. Потоковая информация. Ну, может быть, вы смотрите на карты, и вы где-то, вы уже знаете, у каждого тут своя какая-то траектория. Но если мы говорим закрытые двери, их нет. Здесь у нас дверь в сейф, и вы ее открываете сами. Но, может быть, и есть какие-то детали, тонкости, которые требуют согласования, пересмотра. Это я вполне допускаю. Но у вас, тем не менее, сильная позиция. И в области чувств, мои дорогие, тоже двери открыты. Но тут больше нам король кубков такой могучий русал. Но как-то он задержался вот в своем этом гроте. Такая обстановка темноватая, как будто пора всплывать, пора выходить. Из всех красок только кубок, как воспоминание. Это о чем? Какой-то у вас судьбоносный период. И правда согласование, потому что, если я сказала система иерархии, это как раз структура, официальные учреждения, у кого-то учреждения образования. Ну, это можно, знаете, воспринимать в нашу цифровую эпоху, может быть, не сами по себе стены, а это вы проходите обучение онлайн, может быть и так, да? Но в конечном итоге вы потом вот эти знания переложите на практику, и, скорее всего, вы уже можете видеть какую-то траекторию. Это да, но, может быть, вы перестраиваете свою жизнь, меняете работу, у кого-то работа на дому, работа как вторичный доход. Есть здесь все-таки тема финансов, которая будет одновременно, понятно, перекликаться и с работой тоже. А у кого-то ведь отношения, ведь это очень часто по этой карте мы оформляем отношения. Договоры, контракты, соглашения, важные беседы. Вот что где-то вас может ожидать, как знак судьбы с 10 по 20, мои дорогие стрельцы. И договариваться-то придется. А что это еще? Это означает какой-то новый жизненный этап. Ключи, мои дорогие, вот обратите внимание, нет закрытых дверей. Где-то вообще нет дверей.
Здесь у нас как пространство на нулевом аркане. Но тут у нас такой шут изображен, своеобразный, да, он уверенный. Обратите внимание, если часто как будто ногу занес над пропастью, вот так обрисовывают карты. А здесь нет, твердо стоит и не собирается даже идти куда попало. А ключи от пространства, от интернета, от Вселенной, от новых горизонтов, мои дорогие. И аркан нулевой часто говорит о новых начинаниях и перемещениях, желании путешествовать. Вот у кого-то из вас очень символично. Это, знаете, какая-то идея, которую, или план, может быть, тот план, если мы говорим о неожиданностях в стиле дежавю, что нам это знакомо. Для кого-то из вас то, что вы отложили в долгий ящик. Вы теперь, это может как прийти в движение. Или вы вспомните, или обстоятельства вас подводят к тому, о чем вы когда-то думали, или чего вы хотели. И вот, скорее всего, как пространство дает возможность, и вам нужно делать выбор. Неожиданности. Девятка жезлов говорит где-то о том, что ты, стрелец, накопил за предыдущий период достаточно сил. С другой стороны, есть и такое значение. Ты сделал все, что мог. Может быть, как раз побудительный мотив вот к этим решениям, о которых я сейчас говорила, это как предыдущий жизненный этап или одна как стезя, пусть это работа, у кого-то отношения. И тоже может такая мысль закраться. Нет, вот в этом деле я уже сделал или сделала все, что могла или мог. Нет смысла уже как будто. Или как будто уже карта разыграна, все пасьянсы разложены. Теперь время идти дальше. И эта карта говорит о том, что мы как соизмеряем наши силы. И, кстати, мы становимся продуманными очень по этой карте, потому что не хочется эти силы тратить в пустоту, на что-то малозначимое. Но явно это какой-то первый шаг в новое, в будущее. И мы пока не знаем, как отреагирует, как будто пространство, да, на наши действия. И поэтому искусство мелких шагов. Но идти вперед придется. Девятка, мои дорогие. Девятка – это по нумерологии как вибрирующее число. Перемены. Мы чего-то не изменим. Мы как будто готовимся. Вполне вероятно, она говорит, это не есть какая-то неожиданность, а нам нужно что-то правильно просчитать, решить, а потом решиться и делать первый шаг. И к чему это все идет, вот интересно. Туз кубков. Понятно, у каждого свои задачи, у кого-то радость, счастье, любовь. И вся эта тема, о которой мы говорили, касается именно личной жизни, любовной вашей личной истории. Ну, может быть, это и связано с детьми, кстати. Я такое допускаю для людей семейных, или пусть вы не семейные, но дети есть, причем разновозрастные. Но есть тут что-то, мои дорогие эти стрельцы, что вас оставит довольным. Или как будто больше улыбок, больше радости, больше вдохновения. Когда мы воодушевлены чем-то, вот идет, может быть, какая-то тема как и к завершению, но это сразу переход во что-то новое. Это новые возможности, которые нас, знаете, как наполняют силой. Силой и желанием, наверное. И видеть новые горизонты, и идти вперед, и расширять, может быть, общение, контакты. Здесь вот что-то доброе прямо буквально спешит на ваш порог. Хорошо, а что же ждет или что будет меняться? Как это повлияет на вашу жизнь? Ну вот у нас жонглер. Держи равновесие. Мало того, что и жонглирует, так еще и стоит как на качелях, да? Нужно удерживать этот баланс. Может быть, сложно, как будто под ноги себе не смотрит. Знаете, как идти на ощупь придется. Вот. Где-то перекликается с девяткой жезлов. Но и эта карта говорит, будь легок на подъем, потому что какие-то спонтанные решения будут. Но вот эту спонтанность мы, знаете, тут еще пока 50 на 50. Еще пока непонятно. Но к нам приходит решение через опыт. Когда мы рассматриваем или примеряем на себя чье-то предложение или наше собственное решение. Но мы это не делаем, как будто, знаете, вот так раз и навсегда. Мы не сжигаем мосты за собой. Нет, тут наоборот, мы лавируем. Если нужно, так и отступим назад. Если необходимо, так и вернемся к чему-то. Но, видимо, через пробу,
через попытку какую-то у вас приходит абсолютное понимание, что стоит продолжать, а что нет. Вот, видимо, это будет еще продолжаться какой-то период, может быть, и в течение ноября, когда вы будете определяться с чем-то. Будьте внимательны к финансам. У кого-то здесь идет просто математический расчет на ваши какие-то желания, хотелочки, будем говорить. И тогда эта карта будет говорить: будь внимателен к финансам, потому что они тебе потом понадобятся. Часто ведь эта карта предвещает, как мы обойдемся двумя пентаклями. Она говорит о том, что не материальная составляющая важна, не как что-то купить или поторопиться заплатить, а тут есть что-то более важное. То, что нужно решить на уровне собственной души, на уровне мудрости, понимаете? То, что может быть пока скрыто, опять же, а потом это будет шаг за шагом проясняться, и вот тебе тогда, стрелец, деньги и понадобятся. Я бы сказала, заначку, что ли, какую-то даже вам говорят, ты должен иметь, стрелец, потому что, ну правда, ведь мы говорили и по девятке жезлов, перемены будут. Да и двойка пентаклей, она тоже говорит, это ты сейчас балансируешь, а потом это временная ситуация, она закончится, и ты к чему-то более конкретному приложишь буквально все свои наработки, знания, ресурсы, ну или деньги. То есть какая-то история с продолжением. Давайте будем узнавать, что в личной жизни. Тут будет важно договориться. Вот знаете, тут как два компонента, две составляющие. Первое. Всегда пятерка – это недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток в деньгах. Может быть, какие-то финансовые прения в вашей семье или с родственниками, или это в вас самих. Вы понимаете, для осуществления вашего проекта или поездки, переезда, может быть и путешествия, необходима сумма денег. И это как-то увязано с вашей личной жизнью или с вашими близкими. И тут ведь, понимаете, если мы сумеем договориться, то будут и деньги. Вот именно финансовая составляющая, она где-то зависит от того, насколько мы сумеем держать баланс. Вот все то, что я только что сказала. Но это почему-то у вас сопряжено с личной жизнью. Может быть и правда, это, знаете как, какие-то у нас есть обязанности, обязанности обязанностями, но наша жизнь, она тоже идет вперед. И мы все-таки, каждый из нас личность, мы имеем именно свои какие-то планы, то, о чем мы мечтаем, что мы хотим осуществить. И никак не хочется наступить на горло собственной песни. Вот здесь, знаете, внутренняя, как борьба может быть. И вот где-то восьмерка кубков как раз это будет означать, что вроде как уже, знаете, душа измучилась и просит какого-то одного, однозначного решения. Но однозначно, вот, видимо, сложновато. Вы-то, видимо, как минимум ориентир какой-то себе точно выберете. Но, может быть, для того, чтобы, знаете, стабилизировать какую-то обстановку или стабилизировать финансовую ситуацию. Будет промежуточный, вот, да, к чему все идет. Радость будет. Вы будете видеть, что да, я что-то делаю правильно. Я уже понимаю, зачем мне это нужно и как это может продолжаться. Неважно, у каждого тут свое что-то задуманное, да, но как будто промежуточный именно момент. Почему так говорю? Потому что и если мы смотрим причины и следствия, то дальше-то ведь корректировать план опять придется. И удерживать этот баланс придется. И где-то на уровне взаимопонимания и денег. И я бы даже сказала, денег будет больше, если вы сумеете правильно с кем-то договориться. У кого-то так. Что это означает? Здесь, знаете, ну, наверное, высшие силы и планетарные транзиты для вас складывают очень добрый период жизни. Может быть и правда время подводить итоги, у каждого свои, решать какие-то задачи, может быть, оформлять документы. Карта страшного суда – это избавление от боли, избавление от страданий, как будто вот именно путь вперед. Мы идем налегке, мои дорогие. Может быть, это у кого-то переезд даже налегке. Но по этой карте, опять же, судьбоносность момента. Я могу предположить, что все же мы все разные, у кого-то и оформление, может быть, отношений. Но вот корректировать планы и по части личной жизни придется. Восьмерка жезлов в некоторых колодах даже
называется как карта трансформации. Почему? Приходит неожиданная информация, какие-то бумаги, сведения. Ну, в нашу цифровую эпоху это может быть звонок или, может быть, и СМС. Кто-то напишет вам в мессенджерах. И это будет связано, ну или буквально пакет. Может быть, это, знаете, какой-то пункт, когда вы понимаете сами, мне нужно действовать прямо сейчас. И правда, это карта скорости, когда мы не можем чего-то отложить на потом, иначе мы упускаем время. И эта карта часто, если через информацию или через какое-то решение, начинается перезагрузка. Это как, опять же, новый этап. Вот посмотрите, у вас очень много карт, как и о завершении чего-то. Но это не значит, что вот прям все завершилось. К какому-то нулю мы подвели, да, или знаменателю. Нет, тут понятно, что-то будет продолжаться. Но, мои дорогие стрельцы, значит в каком-то новом эквиваленте. Пересмотр может быть, как и документов, касаемых личной жизни или ваших собственных планов. Может быть, это и планы семьи. Вот есть какой-то компонент или история, или пункт, когда, ну вот как прежде, так оно уже не будет. Сфера финансов. Правильная работа с информацией. Вот только что я говорила, да, взаимопонимание, информация. Часто это связано, потому что то, что нам транслируют, информации будет много, поэтому к какому-то информационному хаосу вы, кстати, приготовьтесь. Но вам это нужно перепроверять и правильно распределять деньги. Мы об этом тоже с вами говорили. Нам не говорят о том, что есть деньги или нет, получаете вы их или нет. Но как будто вы уже ресурсный, ведь это карта ресурсного человека. И знаете, такой боевой запал, как боевой клич в вашем сердце. Тут именно желание что-то осуществить. Но правильное взаимодействие с людьми вам дает возможность, если необходимо, отступить полшага назад, да, и побыть, может быть, в какой-то нейтральной позиции, пока вы для себя не найдете достающую информацию, или пока вы не разберетесь, как вам оформить какой-то документ, к какому чиновнику обратиться, с кем конкретно провести какую-то важную беседу, согласование. То есть элемент такого краткосрочного отступления, который необходимый на узкий регламент, когда вам нужно сделать что-то очень рационально, четко и наверняка. Поэтому вот правильное решение по финансам. Но в целом, что там с деньгами для стрельцов в эту декаду? Тройка жезлов. Какой-то будущий проект. И нам даже карта говорит, ведь это карта будущего, любая тройка. И вот здесь мы тоже как будто останавливается человек, обратите внимание. Это не заминка. Да, это может быть для кого-то из вас как неожиданность, кстати. Я остановился на полдороги. И не потому, что вы этого захотели, ну, или на вас что-то давит. А это, знаете, рационально, где-то хладнокровно вы понимаете. Нет, ну-ка дай-ка я приторможу. Я должен четко понимать, все ли у меня готово перед тем, как я шагну в будущее. И это может касаться и денег, и документов. Ну и работы тоже. Давайте узнаем, так а что ж там по достижениям, по планам? Вы знаете, тут у кого-то может быть и воссоединение, даже так хочется сказать, потому что на личную жизнь, я уже говорила, как будто дважды, две карты, да, какие-то важные темы. Может быть, какое-то время вы были с человеком на расстоянии. Или меня смотрят люди из разных стран, где-то война, да, идет. К сожалению, надеемся, что шаг за шагом мир придет к миру. Но, может быть, тут именно была какая-то разобщенность, потому что внешние события или сила непреодолимых действий, вы не могли съехаться или не могли соединиться. Вот здесь какая-то встреча может быть. Или даже для людей, которые планировали, может быть, долгое время дружили. Вот все же карта Иерофант может говорить о том, что раньше это была дружба, а теперь вы задумаетесь о каком-то более тесном сотрудничестве, союзе, и по части личной жизни тоже. Оформление, может быть, брака. Хотя мы все разные, у вас страшный суд и карта Иерофант. У кого-то ведь обратная может быть ситуация. Окончательное расставание. Но это в тех случаях, когда уже окончательно утрачено взаимопонимание, и, может быть, осталось что-то де юре на бумаге, и предстоит еще договориться по части финансов, ну или, может быть, если остались дети, к сожалению, да, но вот
какую-то правильную позицию вам занять, и тогда все равно договариваться придется. Но так или иначе, мои дорогие, вот, наверное, этот шаг в будущее, но в каких-то более продуманных энергиях. Ваши достижения, десятка кубков, что может быть лучше. Нам и семья показана, но, в принципе, емкая карта, которая говорит как раз о благополучии. Как раз вот, может быть, это туз кубков, у вас что-то получится. Вот в эту декаду, мои дорогие, у вас что-то именно от ваших приложенных усилий или от какой-то правильной перерокировки, организации, наведения порядка, может быть, в вашей жизни, когда вы себе говорите спасибо, и это для вас и своеобразный якорь, стабилизация финансовой какой-то истории, правда? И самое главное, вы видите уже перспективы. Вот здесь, знаете, может быть такое внутреннее, ну, может быть, это и иногда карта король кубков будет говорить об интуиции. Вот так вот на уровне собственной души, шестого чувства вы понимаете, вот я что-то точно не хочу продолжать. И одновременно вы пусть не знаете, какие вам еще шаги предстоит пройти, но точно для себя уже видите то направление, которому нужно уделять внимание, потому что именно там где-то ваше счастье. Ну, счастье у каждого тут и личная жизнь может быть, повторяюсь, а у кого-то пусть даже вопросы работы или вот благополучия, но тогда это финансовая история, откуда или каким образом к вам приходят деньги. Как и дополнительный доход, как и сама по себе работа, приложение ваших экспертных, допустим, навыков или профессионализма. Это все ресурсы, вот правильное приложение ресурсов для достижения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.